Добрый день, мои дорогие! В цикле из нескольких видео мы будем говорить о святочном периоде. Святки, они же святые дни, праздничные, зимние, коляды и прочие попытки назвать хаос красиво. Это восточноевропейский народный праздничный комплекс зимнего календаря. Длится все это удовольствие 12 дней, от звезды и до воды. С 7 по 19 января. 2 недели, когда мир слегка трескается по швам, а люди такие: «О, класс, давай погадаем!» Здесь мы не рассматриваем магические дни Йоля, которые можно естественно соотнести со святками. Мы опираемся на парадигму восточноевропейского фольклора, которая базируется на юлианском календаре. Святки – это концентрат магии на квадратный метр. Обряды, гадания, приметы, запреты, регламенты поведения – все это делает святки самым странным и интересным периодом года. Естественно, их мифологический смысл – это пограничность. И в это время солнце поворачивается с зимы на лето, световой день сдвигается от тьмы к свету. Интересно, что с пограничностью периода между старым и новым хозяйственным годом связаны представления о приходе на землю с того света душ умерших. По народным верованиям, невидимое присутствие духов среди живых людей обеспечивало возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных гаданий. Самые особо активные вечера периода: Рождественский, Васильевский и Крещенский. Святочные гадания днем считались бесполезными, а вот рабочее время потусторонней силы – после полуночи и до первых петухов. Ночь с полуночи до 3-4 утра – время, когда грань между мирами истончается. А вот утро – это возрождение порядка. А петух символизирует солнце, которое обрывает контакт с иным миром. Перед гаданием снимали крест, пояс и украшения. И это очень важный момент. Крест и другие обереги, если они не резонируют с теми духами и существами, которых вы собираетесь призвать, это защита. Они мешают взаимодействию с потусторонним миром. Снимают пояс для того, чтобы снять контроль и границы. А вот кольца и бижутерию снимают, чтобы снять загольцовку судьбы, по одним верованиям. А вот из практических металл может набрать на себя всякого разного и стать якорем для тех, кого вы собираетесь призвать. И вот для чего это все? А для того, чтобы человек становился ритуально уязвимым. По сути, добровольно выходил из-под защиты христианского эгрегора для взаимодействия с нечистью. Снимать с себя защиту или нет, решать вам. Но если вы давно практикуете, то смысла в оголении нет. Если вы чувствуете, что воли и храбрости не хватает на разруливание возможных последствий, и вы собираетесь работать с фантомами, чертями и прочими сущностями низшего порядка, то я настоятельно рекомендую оставить на себе хоть что-то, для того, чтобы сохранить границу между вами и тем, что может прийти на огонек. Ну и после гаданий всегда чистились. Это обязательный финал. Умывание холодной водой, молитва, баня, ну и сон до полудня, для того, чтобы восстановить силы. Ну и теперь у вас имеется святочный базис. Вот с этим багажом мы дальше разберем примеры некоторых способов гадания. С вами был Богдан Дарк. До связи. И помните, если судьба ответила, значит вы задали очень правильный вопрос.